Всем привет! В этом видеокурсе я покажу процесс кладки этой каменной печи с лежанкой. Ее полная масса без учета трубы около 7 тонн. Средняя теплоемкость около 7 кВт-час при топке в нормальном режиме и 8-10 кВт-час при небольшом перетопе, который для такой печи допустим, так как она полностью двухконтурная и имеет дополнительное усиление, повышающее общий ресурс печи и ее устойчивость к перетопам. Температура в лежанке регулируется задвижкой на задней части печи. Такая печь рекомендуется как основной источник тепла с постоянным проживанием в доме со средним утеплением и площадью 70-100 квадратных метров, а также ее расположением в центре дома. Из моего общения с заказчиками могу сказать, что при выборе каменной печи большинство хотят как раз такой вариант с лежанкой среднего размера, иногда с двумя боковыми сидушками и гораздо реже каменной печи без лежанок. Начнем подробно изучать кладку этой печи. Основной размер печи составляет 6 на 4 кирпича. Длина лежанки 6 кирпичей вот такой не очень стандартной формы. На этом ряду вы должны предложить заказчику углы делать не из радиусного, а из прямоугольного кирпича, объяснив это более простыми работами с примыканием плитки к углам печи. В этом случае заказчик решил с первого ряда делать радиусными кирпичами. Также на этапе согласования эскиза вы должны уточнить, где будет находиться чистый пол. В нашем случае он должен попадать в этот ряд на любой высоте. Первый ряд всегда самый важный и самый долгий по работе. Вы должны в голове или на эскизе предусмотреть все возможные нюансы по перегородкам, стропилам кровли, по перевязке швов и многое другое. Надеюсь, вы будете класть эту печь один в один с этим видеокурсом, и тогда ничего просчитывать вам не придется. Вы не столкнетесь с проблемой, которая не была заранее предусмотрена в вашем договоре подряда, и объем работ будет соответствовать заранее определенным. Итак, на первом ряду мы постарались выровнять горизонт, если неровность фундамента не превышала 10 мм. Пробили все диагонали печи и выложили внешний контур с толщиной вертикального шва в 3-5 мм. Для этого мы подпилили 3 вот этих кирпича примерно на 5 мм по длине, чтобы в следующем более коротком ряду у нас сохранилась та же толщина вертикальных швов. Кладку мы, как всегда, начинаем с угловых кирпичей, а остальные кладем с помощью трехгранного правила. На втором ряду делаем вот такие тепловоздушные каналы, через которые будет циркулировать подогретый воздух, благодаря которым часть тепла от печи будет уходить не в фундамент, а в жилое помещение. В книжках такие каналы называют шансы, и они хорошо работают в подовых печах. Эту печь я клал в доме со вторым светом, и проблем с высотой потолков не было. Но если бы высота помещения была меньше 235 см, эти первые два ряда шансами пришлось бы убрать. Ряд шансами необходимо перекрыть листовой сталью или нержавейкой минимальной толщины любой марки. На третьем ряду перекрываем второй ряд. По своему строению он является копией первого ряда. В любом случае, когда будете класть эту печь, используйте раскладку из проекта Google SketchUp, в котором все кирпичи находятся в том же положении, что и на фото. В четвертом ряду оставляем ниши для прочистных и поддувальной дверцы. Лежанки кладем в стенку, которая будет разделять ее на два канала. После кладки пятого ряда монтируем поддувальную дверцу Vesuvi 236 с помощью монтажного тоннеля из нержавейки. Он стоит 900 рублей, сама дверца стоит 3130 рублей. И она имеет посадочный размер 140 на 275 мм. Также ставим 4 прочистные дверцы Vesuvi 237 ценой 950 рублей и посадочным размером 130 на 130 мм. Если вам не нравится Vesuvi, используйте любое другое литье. Они все имеют примерно одинаковый размер и соотношение цена-качество. Для тех, кто везде видит заговор и рекламу, лучше сразу закройте ролик и займитесь своими делами. Я ни от одного производителя никогда не брал денег за рекламу, хотя предложений таких было достаточно много. В шестом ряду перекрываем ниши, причем у поддувальной дверцы высота немного выше высоты двух рядов, при условии толщины горизонтального шва в 5-7 мм. Поэтому 3 кирпича, перекрывающие дверцу, надо будет подпилить болгаркой и между раствором и тоннелем из нержавейки проложить 3-5 мм теплоизолятора, например, калиновой ваты или суперсилики. При нормальном режиме топки эта дверца не нагревается, но если заказчик будет топить печь в режиме сталевара, этот теплоизолятор предотвратит появление трещин на дверце. Седьмой ряд кладки выглядит таким образом. Мы немного расширяем толщину разделительной стенки лежанки, чтобы иметь возможность перекрыть ее на следующем ряду. Также на этом ряду мы делаем первый ряд армирования внешнего контура с помощью перфоленты и гвоздей. О том, как и для чего это делается, у меня на канале есть отдельный ролик. После кладки этого ряда необходимо с помощью автомобильной губки прошвабровать внутреннюю часть каналов лежанки. После этого делаем такую футировочную стенку из кирпича ШБ6 с отступкой от внешнего контура в 10-12 мм. На девятом ряду мы делаем заужение внешнего контура лежанки и кладем сверху лист нержавейки любой толщины. Расстояние от верха огнеупорного кирпича до этой нержавейки должно быть не менее 10 мм. Перекрываем канал лежанки недорогим керамическим кирпичом, например, витебским или чайковским. Между этим кирпичом и внешним контуром прокладываем 3-5 мм теплоизолятора. Удобнее всего тут использовать суперсил толщиной 6 мм. На девятом ряду мы оставляем нишу под топочную дверцу.
Окончательно перекрываем лежанку и армируем внешний контур основного массива печи. Также в этой печи я делал вот такие простые декоративные элементы путем выпуска этих кирпичей на 40 мм из массива печи. В 10 ряду мы вышли на основной размер нашей печи 6 на 4 кирпича. На 11 ряду делаем перевязку 10 ряда и армируем внешний контур. Двенадцатый ряд кладки. На 13 ряду армируем внешний контур. В 14 ряду делаем такие же декоративные уступы 40 мм, как в 9 ряду. В 15 ряду делаем опорные пятки для перемычки под углом 22 градуса и армируем внешний контур. 16 ряд выглядит вот так. На задней стороне кладки пока не ставим кирпич в этом месте, так как там мы поставим задвижку для регулировки температуры в лежанке печи после того, как поднимем футировку печи до этого уровня. В этом видеокурсе я показываю последовательность кладки рядов в таком же порядке, как при кладке этой печи. После кладки 16 ряда внешнего контура необходимо прошвабровать внутреннюю часть печи. После этого начинаем кладку левого бокового канала печи из кирпича ШБ5 и ШБ6. Вот так выглядит первый ряд, и он имеет перевязку с футировкой лежанки. Вот этот кирпич при кладке печи мы делаем на 10 мм уже и ставим его без раствора. Во время просушки печи этот кирпич необходимо будет убрать и поставить обратно через прочистную дверцу после того, как печь будет почти сухой. Так выглядит второй ряд футировки левого канала печи. При кладке огнеупорного кирпича не забывайте каждый третий и четвертый вертикальный шов делать компенсаторным. То есть вместо раствора прокладываем 2-3 мм теплоизолятора, например, керамбланкет. Третий ряд футировки левого канала. Четвертый ряд. На этом фото вы также видите первый ряд правого канала. Второй ряд. Как видно по фото, я оставляю зазор между футировкой и внешним контуром печи 20 мм с помощью этой фанеры, которую потом убираю и с помощью фонарика и металлической шинки слежу, чтобы между контурами не оказался мостик из раствора. Третий ряд. Кладку огнеупорного кирпича я делаю с помощью мертеля МШ-28 Сухоложского завода. Он стоит примерно 400 рублей за 25 кг. Также я туда добавляю 10-15 мм жидкого стекла. Четвертый ряд кладки правого канала. Делаем основание под под нашего топливника из кирпича ШБ6, она же лещатка с размером 230 на 115 на 40 мм. При этом оставляем отверстие на 20 мм уже размера колосника РУ-4 с размерами 400 на 200 мм. Делаем боковые стенки пода из кирпича ШБ5 на ребро. После этого делаем такие скосы, для того чтобы заказчику реже приходилось открывать топочную дверцу для разбивания углей. Дрова по мере горения сами будут падать и скатываться на колосник. Между футировкой топливника и боковыми каналами я в этой печи делал воздушный зазор 12 мм с помощью этой же фанеры. После этого монтируем топочную дверцу Vesuv 205 с помощью их монтажного тоннеля. Она имеет посадочный размер 410 на 410 мм и стоит уже 14 580 рублей. Еще 2 года назад она стоила на 2500 рублей дешевле. Монтаж этой дверцы на этом этапе нам нужен для того, чтобы сделать боковые каналы топки симметричными относительно монтажного тоннеля дверцы. При полном изучении этого видеокурса, помимо того, что вы сможете самостоятельно построить такую печь и получите смету материалов, рассчитанную с точностью в 99%, вы узнаете обо всех нюансах каменной печей с хлебными камерами, какие у них могут быть проблемы и что делать, чтобы их не было. Узнаете, как делать переход трубы с кирпича на металлическую гильзу, как правильно рассчитывать размер прогаров и многое другое. Этот видеокурс, так же как десятки других видеокурсов и печных проектов печей, доступен спонсорам этого канала, оплатившим подписку в 1000 рублей. Также вы можете купить у меня этот часовой видеокурс, написав личное сообщение ВКонтакте за 700 рублей, вместе с файлом Google SketchUp и полной сметой печи. В следующем ролике я покажу полную укладку вот этого домашнего мангала. Это видео будет в открытом доступе, и это будет самое информативное руководство по кладке такого камина с возможностью готовить мясо в жилом помещении. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на этот печной канал. Всем удачи и хорошего здоровья.